Обзор цепной пилы под аккумуляторы Makita. Легкая миниатюрная ручная пила с 8-дюймовой шиной. Малые размеры позволяют взять ее с собой и поработать без сетевого напряжения. Совместимо с аккумуляторами Makita. Инструмент заказал в жестком кейсе. Застежки хоть и пластиковые, но хорошо держат крышку. Я заказал максимальный набор. Кейс, зарядный и 2 больших аккумулятора. Корпус выполнен из прочного пластика в фирменных цветах Makita. Никаких опознавательных табличек на инструменте нет. Аккумулятор 18-вольтовый. Корпус аккумулятора похож на G-серию от Makita. Разъем для зарядки находится сверху. Шина 8 дюймов. В переводе на сантиметры около 20. Основное отличие от ее аналогов в установленной звезде с подшипником. Зарядное устройство сетевое с разъемом 5 мм. На корпусе установлен индикатор заряда. Сборка достаточно простая. Необходимо выкрутить 2 гайки и снять защитный экран. На корпусе есть подсказка, как нужно установить зуб цепи. Цепь нужно завести на ведущую звезду, а отверстие совместить с шпинделем механизма натяжки. После нужно установить экран, но гайки не затягивать. После установки шины необходимо натянуть цепь. Для этого на корпус выведен регулировочный винт. Поделюсь секретом. После первой регулировки нужно несколько раз прокрутить цепь вручную и после выполнить натяжку повторно. После затяжки гаек кожуха нужно установить защитную планку, и пила подготовлена к работе. Если вам нравится это видео, я прошу вас поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующие обзоры. Так как в инструменте отсутствует система автоматической смазки, эту процедуру приходится делать вручную. Первым делом я проверил скорость и мощность на толстом полене, и пила легко с этим справилась. Дальше я начал очищать от порослей и кустарников автомобильную дорогу к даче. Пила справлялась даже с мелкими ветками, их только нужно немного натянуть. Благодаря компактным размерам пилить получалось под самый корень. Из-за расположения двигателя и редуктора инструмент постоянно тянет вперед, но при распиле тяжесть придает дополнительные усилия. Когда инструмент забивался ветками и листвой, для очистки достаточно вынуть только крупный мусор. За полчаса работы я высадил полностью один аккумулятор и напилил огромную кучу веток. Инструмент мне очень понравился. С помощью 2 усиленных аккумуляторов я выполнил весь объем работ. Учитывая большое количество аккумуляторного инструмента под АКБ Makita, можно собрать набор из ходовых инструментов. Спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.